Здравствуйте, уважаемые любители бильярда. Я рад приветствовать вас на новом матче украинского бильярда «Стрела». И сегодня мы с вами посмотрим встречу 1/4 финала первого блиц-турнира по бильярду «Стрела», в которой будет принимать участие Богдан Шугалей и Евгений Талов. И вдвойне приятно комментировать встречу Евгения Талова, потому что именно Евгений принимал самое активное участие в тестировании правил бильярда «Стрела», за что мы Евгения благодарим. Ну вот не очень удачно выполнил начальный удар Женя, и Богдан Шугалей на оттяжке ставит ему снукер за черный шар. И в самом дебюте встречи у Евгения уже начинаются какие-то тактические проблемы. Приходится выходить из снукера. Ошибается Женя, не попадает ни в желтый, ни в красный шар. Слишком много левого винта, как мне кажется, дал он в этом ударе. И перекрутил биток. Биток обошел и желтый, и красный шар. И у Богдана Шугаля есть атака с любого места стола. Но очень грубо ошибается Богдан Шугалей. Не забивает с руки с любого места стола. Ну, наверное, усталость привела к этой ошибке. И тут же Женя не забивает несложный красный шар в угловую лузу. Ну, значит, завяжется тактическая борьба. И вот посмотрите, каким хорошим ударом Богдан Шугалей ставит снукер. Подвел красный шар к желтому, а биток спрятал за зеленый. И новые сложности у Евгения. Ну, неплохо он с ними справляется. Хотя, наверное, все-таки атака у Богдана Шугалея здесь есть. И уже рассматривает позицию на столе, куда поставит биток Богдан Шугалей в этом ударе. Да, и, кстати, напомню по правилам. Вот вы видели, что после соударения битка с очередным шаром желтым, биток сделал один борт. Это в рамках правил, потому что в ситуации снукер для правильного отыгрыша, для правильного удара необходимо после соударения битка и очередного шара один борт или перекат середины. Во всех других случаях отыгрыш как в пирамиду. Два борта, борт-перекат или перекат-борт. Ну и вот уже Евгений Талов успешно атакует. Забивает желтый шар в среднюю лузу. Получает 2 очка. И теперь первым касанием битка он должен попадать в красный или зеленый шары. Эти шары сейчас очередные. На ваших экранах внизу над табло они выделены большим размером. Забил Женя желтый шар, даже, казалось, пытался подбить зеленый, но получил хорошую атаку битка от красного шара. С этим ударом он успешно справляется, получает 1 очко за забитие битка и может играть с руки из 2 домов. Красный шар находится в ближнем доме, поэтому по нему он может играть из дальнего дома, а зеленый шар он мог бы играть из 2 домов. Ну вот продолжает свою атаку Женя, забивает биток еще один раз, получает еще 1 очко, и теперь продолжить атаку он может только атакой прицельного шара. Биток сейчас забивать ему нельзя, по правилам. Забит прицельный шар, 6 очков серия Жени, и можно играть коричневый. Сейчас очередными шарами являются зеленый и коричневый шары. Забивает Женя и коричневый шар. 8-0 повел он в счете. 8 очков его серия.
очередные шары зеленый и синий. Отличным ударом забивает Женя коричневый шар, но выхода, похоже, нет. Скорее всего, атаку продолжить не удастся. Хотя, может, этот биток и будет забивать в правую лузу. Женя, но нет, отыгрывается и ставит снукер. Ну, вообще, показательная серия прошла у Евгения Талова. Сделал он серию 8 очков и после чего поставил снукер. Если когда-то будет книга «Как играть в стрелу», я думаю, эта серия будет напечатана в этой книге. Ну а тем временем Богдан Шугалей успешно выходит из снукера. И борьба продолжится. Друзья, я вам напоминаю, чтобы вы подписывались на канал Стрела Billiards, ставили лайк этому видео. Скоро вас ждет очень много интересных матчей, в том числе при участии Дмитрия Белозерова и Константина Кулика. Так что подпишитесь, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Также переходите на сайт strela.pro, где вы можете ознакомиться с правилами бильярда «Стрела» и заказать шары для бильярда «Стрела», цветные шары Aramid Premier 67 мм. Оставайтесь на связи, пишите ваши комментарии под этим видео. Ну что ж, забивает биток Женя Талов, и у него есть хорошая возможность забить фреймбол. Но, к сожалению, не удается ему забить синий шар в среднюю лузу. И еще поборется за победу в этой партии Богдан Шугалей. Проигрывает 9-0 он, а на столе 10 очков. По 2 очка за каждый прицельный шар, плюс 2 потенциальных очка, которые можно набрать забитием битка или постановкой снукеров. Но все-таки не удается Богдану Шугалею забить синий шар. И есть хорошая возможность у Евгения. Да, забивает он биток от синего шара в угловую лузу. Ведет он 10-0 и 10 очков на столе. Но вот этот вот синий шар выкатывается на хорошую игру. Забивает его Евгений. Счет 12-0, на столе 8 очков. И побеждает в этой партии и матче Евгений Талов, с чем мы его и поздравляем. Продолжит он борьбу за главный приз этого турнира кий от компании АС. Ну а я с вами прощаюсь на сегодня, друзья. Подписывайтесь на канал Стрела Billiards, ставьте лайк этому видео. Переходите на сайт strela.pro для того, чтобы заказать новые цветные шары Aramid Premier 67 мм. И больше узнать о новом українському більярді «Стріла». Слава Україні, друзі! Бережіть себе!